Марина никогда не считала себя искательницей приключений. В ее мире приключениями считались внезапная проверка налоговой или задержка рейса в отпуск. Она была воплощением стабильности. 32 года. Должность старшего аналитика, безупречно отглаженные блузки и привычка планировать жизнь на 3 квартала вперед. Она не прыгала с парашютом, считая это неоправданным риском, не лазала по скалам, опасаясь высоты, и никогда не ездила автостопом, предпочитая комфорт и безопасность такси бизнес-класса. Но у стабильности была обратная сторона — серость. Постепенно город начал ее пожирать. Гул мегаполиса перестал быть просто фоном. Он превратился в физическое давление. Каждый звук, гудок машины, писк микроволновки, бесконечные уведомления в смартфоне вонзался в мозг маленькой иглой. Марина начала ловить себя на том, что часами смотрит в одну точку, не в силах сосредоточиться на таблицах. Она чувствовала себя механизмом, у которого стерлись шестерни, но который продолжает вращаться по инерции. «Тебе нужно отдохнуть», — говорили подруги. «Съезди на Мальдивы, полежи у бассейна». Но Марина знала, пляжный отдых ее не спасет. Там будут те же люди, те же разговоры о курсе валют и те же селфи у кромки воды. Ей нужна была не просто пауза, а перезагрузка системы. Настоящая, грубая, первозданная. Выбор пал на Африку. Не на сафари на джипах, а на уединенный ретрит в предгорьях национального парка Бвинди, известного как «непроходимый лес». Это место обещало то, от чего у ее коллег округлялись глаза. Отсутствие Wi-Fi, подъем с рассветом и полную тишину. Марина ехала туда одна. Она хотела сбросить с себя все. Социальные роли, обязанности, новости и, главное, бесконечный внутренний диалог, который не умолкал ни на минуту. Первые дни в ретрите были мучительными. Оказалось, что тишина — это очень громко. Без телефона Марина чувствовала себя так, будто у нее ампутировали орган чувств. Рука то и дело дергалась в поисках смартфона в кармане, а мозг по привычке генерировал тревожные мысли о недоделанных отчетах. Однако на 3-й день что-то изменилось. Воздух джунглей, густой как сироп, начал проникать в ее легкие, вытесняя городской смог. Этот воздух пах влажной землей, прелой листвой, дикими орхидеями и чем-то древним, чего Марина не могла опознать. Она начала замечать оттенки зеленого. Их было 1000. Она начала слышать музыку леса, ритмичное стрекотание насекомых, далекие крики птиц-носорогов и шелест огромных папоротников. В то утро она проснулась раньше остальных. Небо на востоке только начало окрашиваться в нежно-сиреневый цвет, а туман еще плотными клочьями висел между стволами гигантских деревьев. Марина взяла свой потертый коврик для йоги и вышла из лоджа. Она не хотела заниматься в группе на террасе. Ее тянуло к лесу. Она нашла небольшую опушку на самой границе парка. Трава здесь была высокой и мягкой, покрытой каплями росы, которые в сумерках казались рассыпанным жемчугом. Развернув коврик, Марина встала на него босиком. Холод земли мгновенно взбодрил ее, прошивая тело током реальности. Разминка началась привычно. Тело, затекшее от сна, постепенно разогревалось. Марина перешла к серии мягких движений, чтобы настроить дыхание. В лесу царила та особая, предрассветная тишина, когда хищники уже ушли на покой, а дневные обитатели еще не успели устроить свою обычную суету. Марина встала на четвереньки, готовясь к позе кошки. Это было ее любимое упражнение. Оно позволяло почувствовать каждый позвонок. Вдох, живот мягко опускается вниз,
Голова поднимается к первым лучам солнца. Спина прогибается. Выдох, подбородок прижимается к груди, лопатки тянутся вверх, спина выгибается идеальной дугой. Вдох, выдох, вдох. На очередном выдохе Марина внезапно почувствовала, как по затылку пробежал холодок. Это не был страх в привычном смысле слова. Скорее, инстинктивное осознание того, что она здесь больше не одна. Чей-то взгляд тяжелый и внимательный буквально пригвоздил ее к месту. Она медленно, боясь спугнуть это ощущение, повернула голову. В 5 метрах от нее, у самой стены густого кустарника, стояла она. Горная горилла. Это была огромная самка, чья мощь ощущалась физически, даже на расстоянии. Ее шерсть, черная, с серебристым отливом, казалась частью самих джунглей. Она стояла неподвижно, опираясь на костяшки пальцев, и просто смотрела. Сердце Марины забилось в сумасшедшем ритме. В голове пронеслись обрывки инструктажа. Не смотреть в глаза, не кричать, не бежать. Но все эти правила казались лишними. Взгляд гориллы не был агрессивным. В нем не было ярости хищника или страха жертвы. Это был взгляд исследователя. Глубокий, мудрый и странно знакомый. Прошло около полуминуты. Время словно загустело. Горилла сделала медленный шаг вперед. Потом еще один. Она не издавала ни звука, двигаясь с грацией, невозможной для такого массивного существа. Марина замерла в позе на четвереньках, боясь даже дышать. Горилла подошла так близко, что Марина почувствовала исходящий от нее жар и мускусный запах дикого зверя. Великанша грузно опустилась на землю в паре метров от коврика. Она просто села рядом, глядя на Марину с каким-то спокойным ожиданием. То, что произошло дальше, позже назовут чудом. Марина, повинуясь какому-то внутреннему зову, решила продолжить свое движение. Она интуитивно поняла: сейчас нельзя менять позу или пытаться уйти. Нужно оставаться в этом моменте. Она сделала медленный глубокий вдох и снова прогнула спину, глядя в небо. Затем на длинном выдохе она начала плавно выгибать спину вверх, замирая в верхней точке. Горилла внимательно следила за каждым ее движением. Ее большая голова слегка склонилась набок. И вдруг, повторив ритм дыхания женщины, горилла опустилась на передние конечности и выгнула свою мощную спину дугой. Почти так же, как это сделала Марина. Это не было случайным движением, это было осознанное подражание. Горилла повторила асану, замерла на секунду, а затем плавно расслабилась, копируя переход Марины к следующему движению. В этот момент в кустах неподалеку послышался едва уловимый щелчок. Это были рейнджеры парка, которые вышли на утренний обход и замерли, пораженные увиденным. Один из них успел включить камеру, но Марина их не видела. Для нее в этот миг существовал только этот квадрат земли, этот воздух и это невероятное существо рядом. Она чувствовала, как слезы наворачиваются на глаза. Это не были слезы страха. Это было потрясение от чистоты момента. Между ними не было преград. Ни решеток зоопарка, ни прицелов винтовок, ни предрассудков. Только две формы жизни, два сознания, встретившиеся в точке абсолютного доверия. Горилла еще раз посмотрела на Марину. В этом взгляде читалось некое признание. Словно она сказала: «Я вижу тебя. Ты такая же, как я. Ты живая». Затем животное, так же тихо, как и появилось, поднялось и не спеша скрылось в густой чаще. Ветки за ней сомкнулись, не оставив и следа, кроме примятой травы.
Рейнджеры вышли к Марине только через несколько минут. Она все еще сидела на коврике, обняв колени, и смотрела туда, где исчез лесной великан. Самуэль, старший рейнджер с 20-летним стажем, качал головой, просматривая запись на камере. «Я видел тысячи горилл», — шептал он, «но я никогда не видел, чтобы они вступали в такой контакт». Она не просто подошла. Она пыталась понять, что ты делаешь. Она пыталась быть с тобой на одной волне. Специалисты позже объяснили это как редчайшее проявление подражательного поведения. Гориллы — крайне социальные и умные существа, и если они чувствуют абсолютное отсутствие угрозы, они могут проявлять интерес к действиям другого вида. Но для Марины научные объяснения не имели значения. Когда она вернулась домой, ее жизнь не изменилась по щелчку пальцев. Она изменилась изнутри. Видео, которое рейнджеры с ее разрешения опубликовали в сети, облетело мир. Марину приглашали на интервью, ее почту заваливали письмами. Люди видели в этом коротком ролике то, чего всем нам так не хватает — возможность понимания без слов. Но сама Марина стала избегать публичности. Она вернулась к своей работе, но теперь в ее кабинете на стене висело фото той самой опушки. Коллеги заметили, что она стала другой. Исчезла вечная суета, пропал этот затравленный взгляд городского жителя. Когда на совещаниях страсти накалялись, Марина просто закрывала глаза, делала вдох и возвращалась в то утро. К запаху земли, тишине джунглей и ощущению того, что она настоящая. Она больше не искала острых ощущений. Она поняла, что самое острое и глубокое чувство — это не прыжок в бездну, а способность почувствовать связь с миром. Способность быть увиденным не за свои достижения или статус, а просто за то, что ты дышишь под тем же самым солнцем. Дорогие друзья, эта история напоминает нам, что границы между мирами гораздо тоньше, чем мы привыкли думать. Иногда достаточно просто замолчать, чтобы услышать голос самой природы. Спасибо за просмотр. До свидания.